Сегодня предлагаю еще раз взглянуть на результаты неспровоцированной агрессии коалиции Эпштейна на Иран, одним из которых стала блокировка Ормузского пролива. Самый краткий итог. На международном рынке стало меньше нефти и газа. Но я не про котировки, а про то, как реагируют в разных странах на дефицит углеводородов как источников энергии. Реакция разная, порой ожидаемая, иногда неожиданная. Самая предсказуемая со стороны Евросоюза, где политиканы в ответ на кризис начинают еще громче причитать: надо больше строить ветровых и солнечных электростанций, больше, еще больше. Каждой бабе по панели, каждому мужику по ветряку. Пока не все бюджетные средства убиты об киевский режим, в ход идут и прямые и кривые субсидии, снижение ставок налогов и так далее. Выдержат в этот раз или нет, зависит от стойкости Ирана и от градуса безумия пана Нетаньяху, понукающего своего верного оруженосца Трампа. Но уже даже коллективной Урсуле фон дер Каллес становится очевидно, что дальнейший рост прерывистой альтернативной генерации требует триллионных инвестиций в развитие электросетей и в систему накопления энергии. Одновременно вкладываться в смягчение последствий топливного кризиса и в эти два направления, возобновляемые источники и сети, теоретически можно, но несложно предсказать, что следствием станет дальнейший рост тарифов на электроэнергию и тихое бегство реального сектора экономики в регионы, где градус зеленого безумия хотя бы немного ниже. Процессы не будут быстрыми. Радость в Китае, как в основном производитель соответствующего оборудования, станет не бурной, но устойчивой. Может Европа выйти из этой колеи? Устойчивость энергосистемы требует максимально возможной диверсификации. Это заповедь. В северо-западной части Евразии забыта начисто. Я даже не о том, что в момент разрастающего кризиса ЕС из идейных соображений отказывается от поставок энергоресурсов из России, поскольку уже устал обсуждать этот идиотизм. А слова Сергея Лаврова повторить в эфире не могу. В Европе тихо уходит в прошлое атомная энергетика. Старые атомные блоки выводятся из эксплуатации, строят новые, если без сантиментов. Бывшие европейские флагманы атомной индустрии просто разучились. Много слов раздается о некоем атомном ренессансе, но в интервью с Михаилом Валентиновичем Чудаковым, заместителем генерального директора МАГАТЭ, зрители нашего канала уже услышали оценку агентства. Слова «есть», реальных дел фактически нет. Занимательно, конечно, наблюдать, как французские атомщики по 1,5 десятка лет строили блоки в Финляндии и у себя дома, как они веселят обитателей Британских островов новыми сроками и новыми размерами смет на атомную электростанцию Хинкли-Пойнт-Си. Но как-то это все больше похоже на стародавний анекдот с вопросом: потел ли больной перед смертью? Строить новые крупные гидроэлектростанции в Европе физически негде. Гидропотенциал задействован здесь процентов так на 80%. А малые ГЭС на малых реках погоду не сделают, простите за невольный каламбур. Угольные и мазутные электростанции, которые могли бы стать спасательными кругами, здесь, в Европе, не просто закрывали и отправляли на консервацию. Их взрывали, их физически уничтожали. Природный газ в Европе величают топливом переходного периода. Нагрузка на экологию есть, но ее можно потерпеть, пока не сбудутся слова из припева к известной песне «Только солнце, только ветер, только радость впереди». Но если именно это топливо стало единственным для работы электростанций, страхующих климатические риски солнечных ветряных электростанций, то какого ангела вы, господа неразумные, прикрутили к нему биржевое ценообразование-то? Чтобы лишний раз подтвердить мудрую оценку Сергея Викторовича? Зимой, в отопительный период, в Европе 1000 кубометров газа стоило около $350. В межсезонье, холода ушли, жара еще не явилась, цены выросли на 35-40%. Нет, я не про то, что мне приписывают платные комментаторы. Не замерзнет Европа, успокойтесь уже, выживет она. Но дальнейшее снижение конкурентоспособности европейских товаров на международных рынках будет продолжаться. Считаю, что наш интерес к Европе должен стать сугубо академическим. Ставят люди над собой эксперимент совершенно добровольно. Вот понаблюдаем со стороны. Пока картинка описывается скупо. Отказ от диверсификации поставщиков энергетических ресурсов при дефиците их месторождений на собственной территории и при разгорающемся мировом энергетическом кризисе. Отказ от диверсификации видов генерации энергии, политико-идеологический в случае угля и технологический в случае атома. Биржевое, то есть максимально рыночное и максимально непредсказуемое ценообразование на природный газ, единственный источник страхования климатически зависимой ВИЭ-генерации. Явно запоздалое решение по развитию электросетей, которое теперь, судя по всему, принимать придется в спешке, что вряд ли обеспечит необходимую сбалансированность по всем странам этого экономического блока.
Традиции доктора Менгеля в Европе развиваются. Экспериментировать так над живыми людьми. Вот и будем наблюдать за результатами со стороны, не растрачиваясь на эмоции. Условия эксперимента там разработали самостоятельно, согласились на них добровольно, выполняют с энтузиазмом. Соединенные Штаты. Извините за цинизм, но с точки зрения обеспеченности энергетическими ресурсами едва ли не брат-близнец России. По доказанным запасам угля США первое место в мире. По ресурсам и запасам нефти и газа в первой десятке. Разве что в атомной энергетике по сравнению с Россией и Китаем полный застой, с которым, отдам должное, Штаты пытаются бороться все активнее. Так что изучение того, что происходит в Штатах, тоже весьма полезное занятие, поскольку объективный анализ позволяет оценить как успехи, так и неудачи и сделать выводы для самих себя. Полная либерализация и открытость нефтяного сектора. Следствий наблюдаем сразу два. Очень серьезный рост доходов частных компаний сектора и 60% роста стоимости нефтепродуктов на внутреннем рынке. Знаете, что такое противоречивые чувства? Возникают, когда видишь, как твоя теща в твоем автомобиле падает в пропасть. С одной стороны, бюджет штатов получит дополнительное поступление по налогам от нефтяных компаний. С другой, раскручивается внутренняя спираль инфляции. Про политику не буду, поскольку не мое. За Трампа предлагаю не переживать. Он остается удачливым биржевым спекулянтом, так что ему на его оставшийся век точно хватит. Газ. В очередной раз напоминаю, что и здесь у Штатов все максимально либерализировано. Государственных компаний нет ни в добычном секторе, ни в секторе производства СПГ. Налоговая составляющая, разумеется, имеется, но отчетливо она выражена только в случае трубопроводных поставок в Мексику, экспорт в которую по итогам прошлого года поставил очередной рекорд по объему – 69 миллиардов кубометров. Есть, конечно, трубопроводные поставки и в Канаду, но они компенсируются встречными поставками из Канады. Газотранспортная система приграничных штатов и провинций единая. И это тот случай, когда география, климат, топология трубопроводов и подземных хранилищ газа оказались выше политики. Отвлекся. Налоги с экспорта газа в Мексику растут, тут все вполне линейно. Как и нарастающая зависимость Мексики от своего северного соседа. С поставками СПГ все немного сложнее, поскольку линейности нет. Толлинговый механизм реализации такой продукции ее не предусматривает. В очередной раз напомню, как реально выглядит ситуация в СПГ-секторе Соединенных Штатов, поскольку большие СМИ без остановок повторяют фразы «США поставляют газ в Европу», «США захватили европейский газовый рынок» и тому подобное. Мне кажется, что в данном случае сказывается инерционность мышления. Мы ведь привыкли, что, говоря «газовый экспорт», подразумеваем «Газпром», а произнося «Газпром», подразумеваем «газовый экспорт». Но в Штатах все принципиально иначе. Нет в этой стране государственных газовых компаний. Нет у правительства США акций заводов по производству СПГ. И этот сектор целиком и полностью принадлежит частным компаниям. Если я директор компании, которая желает приобрести СПГ на территории штатов, то алгоритм предусмотренных местным законодательством действий состоит из нескольких обязательных этапов. Первый шаг – подписание долгосрочного контракта с компанией, владеющей СПГ-заводом, в обязательном порядке содержащий пункт «сжижай и…» черточка или плати. Выплата аванса без вариантов. А дальше ты или делаешь заказ на сжижение и доплачиваешь, или просто расстаешься с авансовой суммой. Фактически это аренда технологической линии, самый простой аналог. Второй шаг – покупка газа в его обычном состоянии на национальной бирже Henry Hub. Третий этап – контракт на трубопроводную поставку этой партии газа на СПГ-завод. Дальше придется доплатить владельцам завода за сам факт сжижения, а вот пятый пункт уже факультативен. Можно арендовать заводские криогенные емкости под хранение готового СПГ, можно сразу отправить его в танки газовоза, фракт которого – личная проблема покупателя. Переход права собственности, ФОП, Free on the Board. Никаких требований о том, куда, кому, на каких условиях ты намерен продать твою собственность, никакими законами США не предусмотрено. Явление в офис компании владельца СПГ-завода мистера президента, который суровым голосом потребует поставлять твою продукцию конкретно в Евросоюз, не предусмотрено. Залил СПГ в танке, вышел газовоз за пределы экономической зоны США и слил в океан, чтобы сразу мороженую рыбу получить. Хочется так, не вопрос, действуй. Повез СПГ в Африку, в Латинскую Америку, в Европу или в Азию. Никого в Штатах это уже не касается.
нет никаких условий для формирования эдакого американского потока персонально для Евросоюза. Компании, которые приобретают СПГ, произведенное на территории США, поставляют его туда, куда им экономически выгодно. Как в этом случае выглядят налоговые поступления в американскую казну, попробую при случае выяснить у профессиональных американистов, хотя особой нужды в этом как-то не испытываю. При этом стоит помнить, что с момента начала так называемой сланцевой революции объемы добычи именно газа в Штатах выросли до невероятия, превысив 1 триллион кубометров в год. При этом подавляющая часть этого газа – попутный газ при гидроразрывах пластов, ведущихся на нефть. При таких объемах цена газа внутри США в обычных условиях около $100 за 1000 кубометров, что, мягко будет сказано, сильно отличает рынок этой страны в сравнении с рынком Евросоюза. Взорванные трубы северных потоков, остановленный транзит через Польшу и бывшую Украину – это очень толстый намек европейским промышленникам, где именно их заводам и жизнь хороша, и жить хорошо. Но для энергетики самих штатов обилие и низкие цены на газ дали, на мой взгляд, и отрицательный эффект. Снижение диверсификации видов генерации за счет замещения угольных электростанций газовыми. Воздух, конечно, стал чище, а вот уровни жизни в традиционно угольных штатах куда как ниже. И теперь с ростом спроса на электроэнергию, а он раз так в 2-3 выше, чем в России, у американской СПГ-индустрии появилось граничное условие. По оценкам экспертов, при превышении стоимости газа порога в $200 Штаты потеряют конкурентоспособность в ИИ-индустрии, искусственный интеллект. Никуда не делась и вторая проблема. При нынешних темпах добычи, без дальнейшего роста доказанных запасов газа в этой стране, согласно Statistical Review of the World Energy, хватит всего на 12,6 лет. Нет, это не про то, что теперь еще и Штаты замерзнут, а про то, что работа у американских геологов и газовых компаний, чтобы разведанные ресурсы переводить в категорию доказанных запасов, просто выше головы. Нельзя исключать, что вот эта статистика стала причиной того, что в Штатах отношение к закрытым угольным электростанциям менее варварское, чем в Европе. Их тут не взрывают и не сносят, а консервируют. Это, разумеется, в тех случаях, когда их не перестраивают под работу на газе, но принцип прост. Пусть себе стоят, мало ли что. Доля угольной генерации неуклонно снижается, но без такого лихачества, как в Европе. И в том случае, если цифровая индустрия ИИ не окажется очередным мыльным пузырем, есть шансы на то, что угольная отрасль пойдет на подъем. Есть и второй шанс – то, как реагирует на разрастающийся угольный кризис в Юго-Западной Азии. Страны региона по отношению к собственной энергетической отрасли проводят политику, отличную от той, что происходит в Штатах и в Европе. СМИ, с усилием отвлекаясь от смакования процентов заполненности европейских ПХГ и сравнения стоимости солярки на АЗС в Берлине и в Хельсинки, время от времени, но все же повествуют о том, как растут цены на природный газ в Юго-Восточной Азии. Берут котировки газовой биржи ЙКМ Japan Korea Market и оповещают: видите, газ тут подорожал даже выше, чем в Европе. Но, как говорила дочь крымского офицера, не все у них так однозначно. На долю спотовой торговли газом здесь приходится не более 30% объема рынка. А 70% – это вполне традиционные для отрасли долгосрочные контракты с привязкой к цене нефтяной корзины. И с лагом на корректировке стоимости в полгода, а то и в 9 месяцев. И то, что мы наблюдаем на рынке нефтяных фьючерсов, полностью обрушится на Юго-Восточную Азию где-то так к концу года. Не любят здесь бешеные волатильности, которые обожают в Европе и в Штатах. Такая ситуация, если смотреть на регион открытыми глазами. А еще здесь не боятся калькулятора и умеют им пользоваться. И если выясняется, что стоимость генерации киловатт-часов на угольных электростанциях ниже, чем генерация за счет использования природного газа, действуют соответствующим образом. Даешь стране угля, хоть мелкого, но побольше, а вот чересчур дорогого газа поменьше. В регионе никто и не думает о массовом закрытии угольных электростанций. Здесь их научились модернизировать. Устанавливают более производительное оборудование, применяя при этом технологии, снижающие нагрузку на окружающую среду. И это не только Китай с его ультрасверхкритическими параметрами пара на новых гигаваттных угольных электростанциях. Это, к примеру, Индия, которая в 2023 году добилась 100% переработки золошлаковых отходов.
Не желают тут бояться угля, какими бы страшилками из Европы их не подчивали. Не хотят ломать привычный характер развития нашей технологической цивилизации. При производстве того или иного востребованного продукта рыба в реке рядом с заводом дохнет. Ставим новые фильтры, меняем технологии производства, но не отказываемся от того, в чем есть потребность. Потребность в энергии для нас вообще абсолютно, потому и подход соответствующий. Нужно совершенствовать все технологии подготовки угля, его сжигания, наращивать КПД электростанций, учиться полностью перерабатывать, рециклируя все отходы, учиться вылавливать из дыма серу, фосфор и прочую гадость. Европейцы предпочитают бегать с вытращенными глазами и на всех языках орать: «Шеф, все пропало, уголь нас убивает». Ну, кто их знает. Может, традиции у них там такие. Мы-то здесь при чем? А что с ценами на уголь? Они приподнялись, но не сильно, поскольку в ходу та самая пропорция по газу. 30% в спотовом секторе, 70% в долгосрочном. И никакой пролив на цены не давит, поскольку имеет место быть еще одна геологическая аксиома. Именно уголь является самым распространенным на планете энергетическим ресурсом, а потому и самым доступным. Месторождение угля есть на всех континентах и материках. Его проявление даже в Антарктиде обнаружено, хотя никто их там, разумеется, специально не искал. И статистика объемов добычи угля в Китае и в Индии все сама за себя говорит. Соответственно, более 4 миллиардов тонн в год и более 1 миллиарда тонн ежегодно. Индонезия с ее 800 миллионов тонн в год тоже недалеко ушла. На следующей строке рейтинга Австралия с ее 460 миллионами тонн по официальным итогам 2024 года. И не знаю, как у вас, уважаемые зрители и слушатели, лично меня больше всего интересуют действия, разворачивающиеся у нас в России, предпринимаемые в ответ на энергокризис. Есть два неоспоримых факта. По уровню обеспеченности собственного спроса, собственными месторождениями всех трех первичных энергетических ресурсов с Россией просто некого сравнивать. Лидерство полнейшее и всеми признанное. Второй факт. Постоянный рост цен нефтепродуктов на АЗС и тарифов на электрическую и тепловую энергию. Если кто-то уверяет, что так оно и должно быть, то точно не я. Но если размышлять не о ценах, а об обеспеченности, то тут, мне кажется, счет 2-1 в нашу пользу. «Газпром» все так же полностью контролируется государством, и цены газа регулирует Федеральная антимонопольная служба. И наше потребление, которое, напомню, в одно лицо больше, чем у всего Евросоюза вместе взятого, полностью застраховано возможностями нашей добычи. Да, на всякий случай не могу обойти один нюанс, о котором почему-то не часто вспоминают. «Газпром» – государственный монополист трубопроводного экспорта. А вот на внутреннем рынке доля «Газпрома» около 66%, 2/3. Еще 1/3 – это «Новатэк», «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», которые никакого участия в социальной газификации не принимают. Эта треть, как нам заявляют неистовые сторонники доктрины либеральной экономики, рыночная. Знаете, как она выглядит? Подписываются контракты с крупными потребителями, с переработчиками, с владельцами электростанций. Подписываются договоры с «Газпромом» на использование единой системы газоснабжения. Добывается газ, прокачивается до точек, указанных покупателями, юридическими лицами. Все. Точка. Обеспечение физических лиц отсутствует напрочь, поскольку хлопот на это – газоотвода по городам и селам, сбор платежей, риски мелких задолженностей. Но, по мнению экономического крыла правительства, это и есть рынок. Наше с вами недовольство газовыми тарифами в адрес государственной компании, которая в количестве 1 штука работает с физическими потребителями, а прочие рыночные игроки вне поля нашего с вами внимания. Это я так, к слову, не более того. Что касается ситуации с нефтепродуктами, то давайте уж честно признаемся. Практически 2-кратный рост стоимости нефти на мировом рынке, если и сказывается на нас, то разве что минимум минорум. Есть у нас, конечно, Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа. Торги на ней идут, котировки котируются. Лет так 10 тому назад было решено, что эти котировки лягут в основу ценообразования. Ну, чтобы рыночек решал, чтобы экономисты в правительстве радовались. Но поперек этих мечтаний сурово стала география России, плотность и неравномерность населения и промышленности, то есть суровая реальность, данная нам в ощущениях.
В результате борьбы единства и противоположности в 2018 году родился так называемый протокол Козака – соглашение вертикально интегрированных нефтяных компаний с правительством, вице-премьером по ТЭКу, в котором в ту пору господин Козак и работал. Суть соглашения простая и незатейлива. Винки, вертикально интегрированные компании, не допускают роста цен на АЗС выше роста инфляции по году. Рыночно? Да ни в одном глазу. Как ни крути, а это командно-административный метод, который в данном случае куда как больше соответствует здравой логике. Ну, не вытянем ни мы с вами, ни наша экономика цены на нефтепродукты, совпадающие с ценами в Европе. Правительство наше просто сняло розовые очки и посмотрело на реальную ситуацию трезвым взглядом. С той поры и повелось. Котировки на Санкт-Петербургской бирже сами по себе, цены на стеллах автозаправок сами по себе. И как только нефтепереработчики наши пытаются пошалить, разгоняя цены выше темпов инфляции, родное Минэнерго, положив известные приборно-либеральные мантры, сызнова применяет административный топор. Запрет на экспорт перекупщикам, запрет на экспорт производителям – это согласие с тем, что либеральная теория к России неприменима. Не потому, что мы все тут с Лениным в башке и с наганом в руке, а потому, что реальность такая, какая есть. Прописная истина. Товар важно не только произвести, но и иметь возможность доставить его до потребителя. После фактического уничтожения речного грузооборота российская железная дорога стала фактически монополистом в этом вопросе. А тут еще и фестиваль антироссийской истерики на коллективном Западе, которые добавляют сложности с логистикой нефтепродуктов в наши традиционные регионы. А сверху фронт, который должен быть обеспечен в первую очередь. И для комплекта еще и неопознанные летающие обломки с вылетающими из отсюда внеплановыми ремонтами то нефтеперерабатывающих заводов, то нефтебаз. И правительство только что решилось на еще один шаг на пути к торжеству здравого смысла. Разработано и в ближайшее время будет подписано новое соглашение с перерабатывающими компаниями, краткое изложение которых – внутренний рынок первичен. Вот тебе объемы нефтепродуктов, которые ты обязан оставить в России. Можно прикручивать к этому закону любые слова, но если мое личное мнение, то все просто. Правительство наше все отчетливо понимает, что Россия ведет как минимум экономическую войну со всей Европой. Некие общие правила для нас окончательно становятся неуместными. Да, это ручное управление отраслью. Да, это не рыночно. Это противоречит догмам. Но это соответствует здравому смыслу с большой буквы. А это куда как важнее. И раз уж наше правительство пошло на такой шаг, вырулим. Цены на топливо, конечно, вырастут. Но только на тот уровень, который заложен в протоколе Козака. А вот с углем у нас дела, если коротко, аховые. Меры, предложенные производителям со стороны правительства, как и предупреждали эксперты отрасли, никакого перелома ситуации не принесли. Как производила отрасль убытки год тому назад, так и сейчас продолжается по сей день. Как не было максимально объективного и жесткого анализа причин сложившейся ситуации год назад, так и сейчас она так и не появилась. Впрочем, и не жесткого анализа тоже нет. Я сейчас не шучу. Такова реальная ситуация. Наши политики с высоких трибун часто повторяют о том, что Россия уже достигла низкоуглеродного баланса в нашей энергетической отрасли. Звучат такие слова красиво, модно и местами даже молодежно. Но факт остается все тем же. 2/3 энергетических ресурсов используются в нашей стране с нашим климатом на производство не электрической, а тепловой энергии. А вот ответы на вопрос, как именно и какие именно энергоресурсы идут на производство тепла, отсутствуют. У нас имеется Министерство энергетики, но по его регламенту работы оно отвечает только за ту генерацию тепла, которая происходит на когенерационных электростанциях. Есть выработка электроэнергии, объект попадает в зону ответственности Министерства энергетики. И вот тут, с учетом и контролем, все в порядке, поскольку на угольных электростанциях вырабатывается 12,5% электрической энергии. Но если речь идет о котельных, то есть объектах генерации только и исключительно тепловой энергии, Министерство энергетики уже не имеет полномочий ни на контроль, ни на учет, ни на координацию. Кто догадался реализовать такое вот разделение, одновременно ликвидировав Министерство ЖКХ, предмет для исторического изучения.
А я сейчас просто об имеющемся порядке вещей. ЖКХ в правительстве занимается министерство, которое именуется Министерство строительства и ЖКХ. Департамент имеется, который так и называется – Департамент ЖКХ. Штатное расписание оного департамента – 35 человек. 17 миллионов квадратных километров и 35 чиновников. То есть один ответственный работник на 200 тысяч квадратных километров. Для большей веселости можно и в обратную сторону посчитать. Плотность сотрудников Федерального департамента ЖКХ на 1 квадратный километр – 0,2 миллионных чиновника на квадратный километр. И что, кому-то придет в голову потребовать у них серьезный отчет, какие марки угля и в каких объемах и где сжигаются на тепло? Над угольной отраслью России словно поставили удивительный эксперимент, беспрепятственно применив над ней все рецепты либеральной доктрины экономики. Приватизация 100% советских угольных трестов, объединений, шахт и разрезов. В России нет ни одной государственной угольной компании, нет ни одной компании с государственным участием. Регламент работы Минэнерго не позволяет ведомству ни координационных, ни организационных возможностей для регулирования ситуации, складывающейся в отрасли. Чистый, как слеза ребенка, образец. Только эффективный частный собственник. Никакого тлетворного влияния государства за исключением регуляторики. Теперь можно спокойно сравнивать результаты, полученные полностью государственным Росатомом, и успехи эффективных угольных частных собственников. Убытки угольной отрасли исчисляются сотнями миллиардов рублей. Минэнерго рассчитывает, что в ближайшее время начнется ее консолидация. Читать, как крупные компании поглотят мелкие, и наступит счастье. Последний профессиональный анализ угольной отрасли, проведенный в конце 2021 в начале 2022 года по уровню импортозависимости, показал: по карьерной технике зависимость 84%, по горно-шахтному оборудованию 67%. Количество предприятий по химической переработке угля остается стабильным – 0. Меры, предложенные правительством для смягчения сложившейся кризисной обстановки в нашем углепроме, это, на мой взгляд, крайне своеобразный ответ на напоминание президента страны о том, что ресурсов и запасов угольных месторождений России хватает на 1000 лет. Президент дал крайне прозрачный намек, а ответом Минфина и Минэнерго стали отсрочки платежей по налоговым задолженностям. При этом вроде бы кто-то где-то как-то изо всех сил разрабатывает очередную стратегию – угольную, на период до какого-то там года. В духе самых не лучших традиций, кулуарно, внутриведомственно, без обсуждения с экспертами. Но галочка, я уверен, обязательно будет поставлена. С учетом огромной работы, проделанной неистовыми и хорошо оплачиваемыми поборниками декарбонизации энергетики, вопящими об экологически страшном и ужасном угле, этом жутком топливе XIX века, я просто слышу вопрос: оно нам надо, это черное безобразие? Давайте пару примеров. Угольные электростанции последнего поколения в Китае нагрузку на внешнюю среду дают не выше, чем газовые электростанции такой же мощности. При этом для производства киловатт-часа угля сжигается на 30% меньше, чем на всех наших. Индия, 2023 год, 100% переработки золы и шлака. Территория России после полного выполнения программы газификации получит под 80% нашей территории с доступом к голубому топливу. А дальше все. Тянуть трубы по 20 оставшимся процентам нерентабельно, от слова абсолютно. Да и там, где у нас с газом все в порядке, во многих местах энергетический контур, так скажем, приходится делать двойным. Прекрасные, замечательные, великолепные газовые турбины и пиковые водогрейные котельные, поскольку климат у нас остается все тем же, когда вечером мы ушли спать при плюс 10, а проснулись при минус 20, к экзотике не относится. Кроме того, предлагаю считать совершенно обоснованным инициативу Владимира Путина о необходимости разворота экономики России на юг и на восток. Если Востоком считать только Преамурье, это одно. Если же Восток – это полный комплект субъектов в составе Дальневосточного федерального округа, это совсем другое. Газифицировать всю территорию Восточной Сибири, Якутии, Магаданской области, Чукотки и Камчатки невозможно.
А вот обеспечить их угольной генерацией на современном технологическом уровне вполне. Исходя, разумеется, из одного из основных положений плана ГЛРО, максимальное использование местного сырья, чтобы снизить расходы на логистику и повысить обеспеченность с безопасностью. Современный технологический уровень угольных электростанций – это не только сверхкритические параметры пара, но и системы сухого золошлакоудаления, которые позволяют использовать отходы в строительной отрасли и для снижения стоимости строительства автомобильных дорог. И, разумеется, это новые системы фильтров, причем не только для пыли, но и для газов, образующихся при сжигании угля. А они содержат серу, фосфор и тому подобные вредные примеси. Такой подход к строительству новых угольных электростанций позволит вернуться к тому, что планировалось еще в советские времена. Позволю себе напомнить, что в 200-километровой полосе вдоль трассы БАМа геологами в советские времена было открыто более 300 месторождений твердых полезных ископаемых малого, среднего и крупного масштаба. Их освоение, переработка этих ископаемых без электрической и тепловой энергии, без развитых электрических сетей физически невозможно. Как и газификация этой территории при имеющихся на сегодня обстоятельствах. Те же размышления касаются и множества других регионов, которые нашим системным операторам отнесены к ТИТЭС – технологически изолированным территориальным энергосистемам. Север Хабаровского края, юго-восток, север и восток Якутии, Магаданская область полностью и далее по списку. Далее, надеюсь, что я повод пристальнее присмотреться к физической карте России, держа в голове мою крамольную мысль. Если мы уже осваиваем возведение блочных атомных электростанций малой мощности, то кто или что мешает разрабатывать аналогичные проекты угольных электростанций? И это только энергетическая составляющая угля, если так можно выразиться. Дело в том, что имеющиеся к нынешнему моменту технологии по химической переработке угля дают возможность получать около 500 полуфабрикатов, дальнейшая переработка которых способна дать совсем уж невероятную палитру продукции – более 5000 наименований. А в России, повторю, на день сегодняшний ни одного реализованного проекта переработки угля просто нет. Хотя, к примеру, в соседнем Казахстане уже запланировано строительство завода, на котором из угля будут производить карбамид. Дороже, чем производить его из природного газа? Возможно, если не учитывать логистику, причем не только газопроводную, но и ту, которая требуется для доставки этого удобрения до конечных пользователей. Конечно, выстраивать бизнес-модели по схеме «добыл уголь, обогатил, вывез на экспорт» куда как проще. Но только в тех случаях, когда планирование идет на 3-5 лет, вместо проектирования комплексного освоения наших громадных территорий, если мы действительно полагаем, что безжизненное пространство – это хорошо и здорово, а потому навсегда. В качестве микроанонса. Угольные электростанции, построенные с применением всех сопутствующих технологий, это далеко не только производство тепловой и электрической энергии. Современные системы сухого золошлакоудавления превращают эти отходы в источник минерального сырья, резко снижающих стоимость строительства автомобильных дорог и производства строительных материалов. При этом такое сырье внезапно становится местным. Полюбуйтесь атласом автомобильных дорог России от Омской области и направо по карте. Изучите плотность населенных пунктов. Мне кажется, точно есть повод задуматься о многом. Давайте, что называется, наискосок подведем итоги. Уголь распространен значительно шире, чем месторождение нефти и газа. Потому энергетические системы, не чурающиеся угольной генерации, значительно более устойчивые, обладают большим запасом безопасности и меньшим количеством логистических рисков. Реакция на ситуацию, складывающуюся в мировой энергетике, в разных странах разная. Есть регион, где о разумном подходе и мечтать не приходится – Европа. Но тут мне даже комментировать, если честно, не хочется. Сделали свой выбор, путь-дорожку, вот пусть по ней шагают, если им маршрут известен. Штаты на перепутье, поскольку уж очень много превходящих обстоятельств. Цифровая индустрия – это всерьез и надолго? Или у нас на глазах надувается очередной финансово-биржевой пузырь? Во многом от этого здесь зависит спрос на киловатт-часы и, следовательно, судьба их угольной отрасли, потенциал которой весьма и весьма значителен, а компетенции далеко не утрачены. Юго-Восточная Азия отказываться от угля вообще не собирается. Драйвер угольных технологий теперь в этом
регионе и располагается. Африка. Если отбросить все слова про зеленую революцию и прочее, то уголь для стран континента самый дешевый, а потому имеющий самые интересные перспективы энергетический, да и химический ресурс. Россия. Мне бы хотелось, чтобы фраза «все в порядке, уголь с нами, мы с углем» перестала иметь ироничный оттенок. При наличии огромных запасов полезных ископаемых в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, но при низкой плотности населения, промышленности, при крайне слабо развитых электросетях уголь может и должен стать драйвером даже не развития, а давайте-ка без сантиментов, освоения этих бескрайних регионов. Мы одни такие? Так ведь нет. Крайне похожая ситуация сложилась в Монголии и в Казахстане. Плотность и численность населения низкие, полезные ископаемые в наличии, электросети и тепловая генерация желают лучшего. Все? Так ведь нет. Киргизия и Таджикистан обладают потрясающими гидропотенциалами. Вот только ГЭС они не греют, а горные районы и газопроводы совсем не самый дружный тандем. Зимой в горах снегопады и морозы вполне традиционны. Географическая широта уступает в высоте над морем. Так было, так есть и так будет. Горные районы требуют большей связности. Автомобильных дорог здесь по минимуму, железнодорожных по максимуму. Потому если угольные электростанции рассматривать как источники материалов для строительной отрасли, здесь они тоже могут и должны быть востребованы. Все? Так ведь нет, поскольку еще южнее Афганистан, территория которого электрифицирована в лучшем случае на 30%, а дороги больше похожи на направление. Стабильность этой многострадальной страны интересна всем его соседям. Нам она может оказаться важна, поскольку здесь возможна новая логистика, сухопутная связанность с Евразией, как страховка от англоязычных пиратов, норовящих превратить морские торговые пути в источник своей наживы. Почему я уверен, что вот такой географический и политический расклад важен? Человечество, оно, конечно, умное, но самый надежный способ сделать производство любого товара максимально дешевым – превратить его в конвейерное, массовое и желательно типовое. Нет, я ни в коем случае не пытаюсь сказать, что угольные электростанции лучше атомных, поскольку убежден в верности лозунга «больше реакторов, богу реакторов». Вот только эксплуатация атомных электростанций требует еще и соответствующего уровня развития, как человеческого потенциала, так и объединенных энергосистем. Надеюсь, корректно выразился, сумев не произнести слова «африканские страны». Угольные электростанции как старт, но они должны быть не только про электричество и про тепло, но еще и про строительство жилья и соответствующей инженерной инфраструктуры, заводских фабричных корпусов, дорог, по которым будет транспортироваться тяжелое и габаритное оборудование, по которым пойдет конечная продукция и многое другое. Атомная энергетика – это прекрасно. Но если правде в глаза, то массовое строительство современных блочных угольных электростанций, мне кажется, и есть та синичка, которая, ежели она в руках, куда как лучше, чем утка под кроватью. Уголь нужен, важен, интересен, перспективен. И начать стоит с того, чтобы разобраться, почему его так много, почему он везде и почему он такой разный по целому набору характеристик. Если кому-то казалось, что в выпусках геоэнергетики очень много атома, предлагаю расслабиться, поскольку в планах теперь еще и уголь.